Всем привет-привет! Недолго пришлось скучать варежкам, которые мы вязали на одном из прошлых мастер-классов. В комплект к ним я выполнила шапочку Бини. Кстати, кто не видел еще мастер-класса на эти варежки, ссылку на них я оставлю в описании под видео. Для вязания я использовала ту же самую пряжу, это Флора от Drops. Брала крючок и выполняла нитью в 2 сложения. Кстати, наши варежки украшены бусинами, поэтому и шапочку я тоже украсила бусинами. Сейчас покажу, как она смотрится. Шапочка получилась очень удобной, она очень теплая благодаря шерстяной пряже. Давайте попробуем ее связать. Вязала я шапочку поперек, то есть длина воздушной цепочки у меня равна глубине шапки. Узор этот называется резинка. Выполняется он соединительными столбиками. Вяжется поперек, как я уже сказала. Очень напоминает резинку спицами 1 на 1. Посмотрите, как смотрятся вязаные бусины. То есть я их надевала на нитку до начала вязания. И они, видите, как бы держатся за одну дужку косички. Посмотрите, как аккуратно смотрится сам край шапочки. Такой край получается при правильном повороте вязания и держании рабочей нити в нужном положении. Обращайте внимание дальше уже по видео, как я разворачиваю именно вязание и где держу рабочую нить, чтобы получить такой же вот красивый край у шапочки. Шапочка состоит из клиньев. Всего 6 клиньев. Вот здесь вот видите, вот на макушке их заметно. Вот они клинья вот так идут. И для начала нам необходимо измерить обхват головы. У меня 56 сантиметров и число клиньев я брала 6. Затем я из этих двух величин рассчитываю ширину клина. То есть обхват головы делю на число клиньев, получая, что у меня ширина самого клина, то есть вот это расстояние, будет 9,3 сантиметра. Затем мы рассчитываем глубину шапочки. Для этого мы измеряем расстояние между мочками ушей. Через макушку головы у меня получилось 44 сантиметра. И затем определяем отсюда глубину бини, то есть расстояние между мочками делим на 2 и добавляем 5 сантиметров для свободной макушки. У меня в итоге получилось, что глубина 27 сантиметров. Так как глубина бини это соответствует у меня наборной цепочке из воздушных петель, поэтому отсюда я высчитываю длину воздушной цепочки, я к глубине добавляю еще 3 сантиметра. То есть получается, что цепочка наборная у меня должна состоять из 30 сантиметров. У меня получилось это 57 воздушных петель. Сразу же вам указала, почему нужно чуть больше делать длину воздушной цепочки. За счет того, что мы потом макушку стягиваем, то есть вот длина вот этой цепочки, она съедается. И в итоге у вас может получиться не бини, а обычная шапочка. Поэтому обязательно добавьте эти 3 сантиметра. Когда мы рассчитали это все, мы должны связать с вами образец, чтобы рассчитать, сколько рядов будет в одном клине. Мы уже рассчитали с вами, что ширина клина равна как обхват головы, разделенных на 6. У меня это 9 сантиметров. И сам образец у меня получился в нерастянутом виде примерно 7 сантиметров. То есть как раз, если я его потяну, то он легко растянется до 9 сантиметров и шапочка удобно сядет. Всего у меня получилось 22 ряда. Ряды на этом узоре высчитываются очень легко. Примерно как число петель в резинке 1 на 1. То есть косичка это 1 ряд, вот это расстояние между косичками 2 ряд. Опять косичка 3, расстояние 4. И вот у меня всего 22 ряда. Количество рядов должно быть четным. Мы уже рассчитали число рядов в одном клине. Это 22 ряда. Смотрите, как мы поступаем дальше. У нас клин состоит из 22 рядов. Посмотрите, я вот здесь нарисовала схему. Сейчас я вам ее объясню, и будет все понятно. Вот здесь у меня вот они, воздушные петли. Вот я их просчитала от 1 до 57. И здесь число рядов. Вот у меня первый клин, 22 ряда. А здесь я уже вам показала начало следующего клина.
число длинных рядов, это ряды, которые идут через всю длину цепочки, то есть у меня цепочка из 57 воздушных петель, поэтому и длинные ряды будут составлять 57 соединительных столбиков. И их будет 6. То есть всего рядов 22. Я отнимаю из 22 6, получаю, что число коротких рядов 16. Вот они, короткие ряды, которые образуют вот этот вот скос у шапочки. То есть получаются клинья. Все мы вяжем соединительными столбиками за заднюю стенку петли. Каждый ряд я начинала с воздушной петли подъема, но при этом воздушные петли подъема я в расчетах не учитывала и в них столбики не вязала. Посмотрите еще в схеме. У меня соединительные столбики отмечены разными значками. На самом деле вяжутся они при этом одинаково, просто у них разное назначение. Вот этот соединительный столбик, который отмечен жирной точкой, он идет у нас в сам узор шапочки. То есть составляет вот эту вот такую резинку. А соединительный столбик, который отмечен звездочкой, он обозначает просто переход между рядами. Посмотрите, у нас каждый ряд увеличивается на одну петлю. Вот первый ряд прошел, и второй ряд должен быть на петлю длиннее. И поэтому, чтобы удлинить второй ряд, мне нужно провязать будет еще один соединительный столбик. И затем уже приступить к вязанию второго ряда. Поэтому вот эти вот звездочки, вот это вот я отметила соединительные столбики, которые обозначают удлинение следующего ряда. И еще, посмотрите, так как число коротких рядов у нас 16, поэтому, когда мы выполняем первый ряд, мы до конца цепочки не довязываем 16 петель, то есть по количеству коротких рядов. И дальше уже начинаем прибавлять с каждым рядом по одной петельке. И как только у нас до конца вот этой вот цепочки остается одна петля, мы начинаем вязать длинные ряды, их 6 штук. Как только выполнили 22 ряда, клин готов, начинаем в точности также по такой же схеме выполнять второй клин. Только у нас уже идут не воздушные цепочки, как здесь, а петли клина. Посмотрите, еще стрелками обозначено, что я имела в виду. То есть вот видите, вот от этого соединительного столбика идет стрелка к этой воздушной петле. Это означает, что вот этот соединительный столбик я должна буду провязать воздушную цепочку. То есть вот так, где показана стрелка, это означает, нужно вот эту петлю вязать воздушную цепочку. Или когда вы будете вязать следующий клин, вот в петлю клина предыдущего. Дальше уже мы будем, когда вязать, будет более понятно и нагляднее эта схема. То есть вот из таких клиньев будет образовываться наша шапочка, и затем на макушке у нас останется отверстие, которое мы и стянем. Дальше. Сейчас я вам расскажу, как я рассчитывала бусинки. У меня шапочка состоит из 6 клиньев, и на каждом клине расположено по 3 бусинки. Вот посмотрите, я нарисовала клинья. Вот они пронумерованы. На каждом клине 3 бусинки. Одна большая и 2 мелкие. Всего вязано 18 бусин. Здесь я отметила номер рядов, в которых вязывала бусины. Посмотрите, я когда начинала вязать клин, сначала провязала 6 рядов, и в начале 7-го ряда вязала бусину. Затем в середине 15-го ряда вязывала следующую бусину, и в 19 или 21 ряду вязывала последнюю 3-ю бусину. Распределяла как бы их снизу клина, в центре и на самом краю клина. Вот здесь даже на самой шапочке видно. Вот. Посмотрите, вот бусина она внизу клина, потом в середине клина, вверху клина. Бусины я надевала на нитку до начала вязания. Я вот так вот нарисовала схему, примерно распределила все бусины. Потом, смотрите, вот я их перерисовала в ряд, начиная с 6-го клина. Вот она у меня идет маленькая, большая, маленькая. Маленькая, большая, маленькая. Дальше 5-й клин, большая, 2 маленьких. И таким образом срисовала их в ряд. То есть вот это вот 6-й клин, 5-й, 4-й, 3-й, 2-й и 1-й. И начиная вот с этой бусины, то есть 6-го клина, я их надевала уже на нитку, чтобы затем их ввязывать. Все, теперь приступим к вязанию. Посмотрите, я нанизала на нить
бусины согласно нашей раскладке. При этом нить свернула пополам. Вот у меня два конца нити, и на конце петелька образуется. И в эту петельку я вставляю нашу рабочую нить. Вязать я буду в 2 нити, поэтому сразу же обе нити. И посмотрите, и вот так вот начинаю затаскивать бусины на нить. Все, больше нам эта ниточка дополнительная не нужна. Бусины у нас все нанизаны. Дальше мы их отодвигаем подальше, они нам пока не нужны. И приступаем к набору цепочки из воздушных петель. Вяжу я в 2 нити, крючок у меня 4 миллиметра. Набрала я цепочку из воздушных петель. Длина цепочки равна глубине шапочки. И теперь я буду вязать соединительными столбиками. И сейчас у меня будет первый короткий ряд. То есть я высчитала, что у меня будет всего 16 укороченных рядов. Поэтому сейчас до конца цепочки я не буду довязывать 16 петель. Посмотрите, я выполняю воздушную петельку подъема. И со следующей петли начинаю вязать. Соединительный столбик подхватываю только верхнюю дужку петли. И выполняю соединительный столбик. Можно отметить его маркером, чтобы потом не путаться. Потому что воздушные петли подъема мы не будем вязать столбики. Вот я его отмечу, что это у меня первый столбик ряда. И продолжаем вязать ряд, всегда подхватывая только заднюю стенку. Так вяжем, не довязав до конца 16 петель. Количество недовязанных петель равно количеству укороченных рядов. У меня уже осталось до конца цепочки 16 петель. Я связала 41 столбик. Приступаю к вязанию следующего ряда. В следующую петлю я вяжу столбик соединительный, чтобы удлинить второй ряд на 1 петлю. Выполняю воздушную петельку подъема, поворачиваю вязание и, начиная со второй петли от крючка, выполняю опять же соединительные столбики, подхватывая только заднюю стенку петли. Опять же, лучше всего отметить маркером самый первый столбик. И таким образом мы сейчас довязываем весь ряд до конца. Я уже почти довязала ряд до конца. Осталось связать последний 42 столбик. То есть ряд у нас увеличился на 1 петлю. Первый ряд был 41 столбик, а второй уже 42 столбика. Сейчас мы опять выполняем воздушную петельку подъема, разворачиваем вязание и, начиная со второй от крючка петли, вяжем первую петельку, пропускаю, во вторую ввожу крючок только за заднюю стенку. И также отмечу первый столбик маркером, чтобы потом было удобнее. Этот ряд будет состоять уже из 43 столбиков. То есть сейчас я вяжу ряд вот до маркера, до этого, а дальше покажу вам. Я довязала до маркера, убираю его, выполняю 42 столбик, также за заднюю стенку петли. То есть сейчас второй и третий ряд по 42 столбика. Но у нас каждый ряд должен быть длиннее предыдущего. Поэтому я вяжу 43 столбик в воздушную цепочку. Все, у меня удлинился ряд. Перехожу к вязанию следующего ряда. Он тоже должен быть длиннее, то есть состоять уже из 44 столбиков. Поэтому я вяжу еще один столбик в следующую петлю цепочки, затем воздушную петлю подъема и разворачиваю вязание и начинаю вязать следующий ряд также со второй от крючка петли. И первую петлю отмечу маркером. Вяжем ряд теперь до конца. То есть таким образом мы продолжаем вязать. Каждый ряд будет у нас на 1 ряд длиннее.
То есть, когда мы подходим к нашей цепочке, к хвостику цепочки, мы всегда вяжем в нее 2 соединительных столбика, прежде чем развернуть вязание. И таким образом мы вяжем, пока у нас на воздушной цепочке не останется 1 петля. Это если бы у нас не было бусин. Но так как мы будем еще ввязывать бусины, то я первую бусину буду ввязывать в 7-м ряду. Поэтому встретимся с вами на 7-м ряду. Посмотрите, я уже провязала 6 рядов, начала 7-й ряд. От начала ряда провязала 4 петли. На воздушной цепочке у меня осталось еще 11 петель. Посмотрите еще при ввязывании бусин. У нас на одной стороне наши укороченные ряды выглядят как бы вот такими вот шишечками, кончики этих рядов. А на другой стороне все более гладко. Поэтому вот эта более гладкая сторона, она будет лицевой. А когда мы ввязываем бусины, вязание всегда должно к нам быть повернуто изнаночной стороной. Посмотрите, можно любое количество петель отступать от начала ряда. Можно 4, можно 5, можно 3. Главное потом не делать все на одном уровне, то есть чуть повыше, чуть пониже. И посмотрите, как я ввязываю бусину. Вот я ее пододвинула к себе. 4 петли я провязала и с 5 буду ввязывать бусину. Ввожу крючок также за заднюю стенку, вытаскиваю нить и бусину тоже. И завожу в петлю и бусину тоже также вытаскиваю. И вот посмотрите, где располагается бусина, как бы на задней стенке петли. И дальше продолжаю вязать обычные соединительные столбики. Вот видите, бусинка надета на заднюю стенку петли. А когда мы будем вязать следующий ряд, то есть лицевой, то посмотрите, вот у нас бусинка останется с лица, а заднюю стенку мы подхватим и провяжем петлю. И вот таким образом бусинка будет располагаться по лицевой стороне шапочки на одной из дуги от косички и не будет проваливаться наизнанку. То есть первую бусину я сначала выполняю, как я уже говорила, в начале ряда, потом еще примерно через 7 рядов буду в середине ряда, и еще там примерно в конце клина уже буду вязать в самом конце ряда. То есть согласно нашей схеме расположения бусин. Вторую бусину я начинаю ввязывать в 15 ряду, провязав 22 петли от начала ряда, и на воздушной цепочке осталось 3 петельки. Сейчас мы довязываем все укороченные ряды, и до конца цепочки, еще раз повторю, должна остаться 1 воздушная петля. До конца воздушной цепочки осталась 1 последняя петля. Сейчас я буду формировать 6 длинных рядов. Количество соединительных столбиков в длинных рядах равно количеству петель в воздушной цепочке. У меня цепочка из 57 петель, поэтому и длинные ряды будут состоять из 57 столбиков. Сейчас я буду вязать ряд точно так же соединительными столбиками вот до самой последней петельки на нашей воздушной цепочке. Сейчас я провяжу первый ряд и покажу вам, что получилось. Я практически уже довязываю до конца первый длинный ряд. Вяжу 56 столбик и последний 57 столбик выполняю последнюю воздушную петлю цепочки. У меня получился первый длинный ряд. Всего длинных рядов должно быть 6. То есть осталось связать еще 5 рядов, которые будут состоять из 57 соединительных столбиков. А в предпоследнем длинном ряду или в 5 вяжем последнюю бусинку. Я уже довязываю предпоследний длинный ряд. У меня до конца ряда осталось 7 петель. И я буду ввязывать последнюю бусинку, она большая. Ввязываем ее точно так же. И дальше довязываем до конца 5-й ряд.
Я закончила 5-й ряд, делаю воздушную петельку подъема и выполняю последний ряд этого клина. Я уже выполнила все длинные ряды, и клин готов. Посмотрите, закончила клин я по низу шапочки. Вот так выглядят вязаные бусины. И теперь нам необходимо приступать к вязанию второго клина. Он вяжется в точности так же, как и этот клин. Только у нас уже идет не воздушная цепочка из петель, а вот эти вот петельки последнего ряда клина. То есть их как раз 57 штук, точно так же, как и у нас было петель воздушной цепочки изначально. То есть сейчас мы вяжем первый ряд, опять же не довязав до конца ряда 16 петель. Я связала 41 столбик. До конца ряда у меня осталось 16 петель. И все повторяем в точности так же. Сейчас второй ряд должен быть на одну петельку длиннее, то есть состоять из 42 столбика. Поэтому мы вяжем столбик в следующую петлю цепочки. Воздушная петля. Разворачиваемся и приступаем к вязанию второго ряда, который состоит уже из 42 столбика. Первый столбик всегда лучше всего отмечать маркером, чтобы потом не потерять его. То есть и дальше мы вяжем все в точности так же. Как только мы доходим до верха ряда, мы по цепочке дальше захватываем всегда по 2 петли. То есть сюда мы довязали до конца шапочки, возвращаемся, связали петлю в ту петлю, которая отмечена маркером, и 2 петли захватываем по предыдущему клину. Опять вернулись к низу. Возвращаемся к верху, еще 2 петли захватываем. И таким образом вяжем, пока до конца ряда не останется одна петелька. И затем выполняем уже 6 рядов длинных. Количество петель в длинном ряду равно количеству петель воздушной цепочки. И при этом не забываем также ввязывать наши бусинки. Не нужно ввязывать их в следующем клине точно в таких же местах. Чуть-чуть сдвигайте их, можете даже в другом ряду не провязать, чтобы бусинки располагались так более хаотично. И таким образом мы вяжем еще 5 клиньев. Я уже выполнила все 6 клиньев. Вот так расположились бусинки согласно нашей схеме. Обратите внимание, начинали мы вязание вот остаток рабочей нити сверху, а закончили последний 6-й клин остаток рабочей нити снизу. Мы его не обрезаем, а сейчас этим остатком будем выполнять боковой шов на нашей шапочке. Сшивать шапочку будем по лицевой стороне. Я совмещаю оба края. Рабочую нить я не обрезала. И вот посмотрите. Вот здесь вот у меня идет ряд косичка. И вот мы прям возле косички, вот здесь вот остаток нашей воздушной цепочки. Подхватываем. Вытаскиваем рабочую нить и протягиваем сквозь петлю. Дальше посмотрите. Я ввожу крючок, подхватив полупетельку на одной стороне шапочки. И со второй стороны шапочки ввожу в остаток воздушной цепочки. Подхватываю рабочую нить и протягиваю сквозь все петли на крючке. Опять ввожу в полупетельку с одной стороны шапки, там где мы закончили вязание. Подхватываю остаток воздушной цепочки. То есть за одну стенку мы уже вязали столбики соединительные, у нас еще осталось от цепочки вот 2 ниточки. И протягиваю рабочую нить сквозь все петли на крючке. Вот таким образом выполняю шов. Я уже выполнила весь шов. Он получился очень аккуратным, незаметным, а главное прочным. Теперь мы вытягиваем остаточек нити, протаскиваем сквозь нее наш клубок и затягиваем.
теперь обрезаем рабочую нить, оставив хвост примерно сантиметров 15. Берем иголку. И теперь иглой стянем оставшееся отверстие на макушке. Посмотрите, как я буду вводить иголку. То есть в каждую вот так вот косичку. Я продернула остаток рабочей нити через все отверстие на макушке. Теперь вывожу иглу на изнаночную сторону и хорошенько стягиваю оставшееся отверстие. И теперь нить с изнаночной стороны нужно хорошенько закрепить. Посмотрите, что получилось. Я завязала узелком 2 остатка рабочей нити. Это у меня от начальной воздушной цепочки и конец. И если остается еще какое-то вот отверстие такое небольшое, его просто еще раз можно подшить остатком рабочей нити, подстянуть аккуратненько, выполнив несколько стежков. Посмотрите, я вот еще стянула отверстие дополнительно. Вот так оно выглядит с лицевой стороны. Посмотрите, как шов незаметно, аккуратно, а главное прочно выглядит. И с изнаночной стороны. Осталось нам спрятать остатки рабочей нити. И на этом наша шапочка готова. Если вам понравилось, то ставьте лайк, оставляйте комментарии, оформляйте подписку на мой канал, если вы еще не подписаны. А на этом у меня все. Всем пока-пока.